Наша страна не то, что на грани беды, или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. Я думаю, что на этом мы поставим точку. Редактор The Insider Тимур Олевский с нами на связи сегодня. Я вас приветствую. Приветствую, Екатерина. Очень рад вас видеть. И это взаимно. Георгий Закревский, основатель российской ЧВК «Паладин», открыто призывает к свержению власти и говорит о том, что вина вся лежит за провалы на фронте и внутренние проблемы России на ком? Правильно, на Путине. Ну и, собственно, сказал, что после государственного переворота отменит все законы, принятые в России в последние годы, выдворит всех мигрантов, аннулирует их российские паспорта, ну и, конечно же, вернет Украину. Не знаю, что он имеет в виду, но тем не менее. Точка невозврата пройдена, так как бы называется это его видео. Собственно, насколько вы оцениваете, вот эта вот точка невозврата, была ли она и когда она была пройдена? Точка невозврата была пройдена, когда началась война, и, к сожалению, такие люди, как Закревский, обманывают сейчас свою публику, думая, что если власть будет свергнута и Путина не будет, чего мы все ждем, то война будет продолжаться, потому что совершенно очевидно, что когда это случится, Россия начнет наконец-то заниматься своими проблемами, которых накопилось за время войны огромное количество. Россия растратила все накопленные ресурсы, которые у нее были, как у великой страны, на этой войне, и превратилась, как он правильно говорит, в третьеразрядную страну. Она прям превратилась на наших глазах. Превращалась она, конечно, не за последние 2 года, это просто было оформление превращения. Началось все с Крыма. Если говорить шире, то все началось с того момента, как Кремль вернулся Путин в 2012 году. С точки максимального развития гражданского общества, социальных свобод, творческой инициативы, вектора, устремленного в будущее, Россия повернула вниз и катилась туда разной скоростью. После Крыма быстро, а после начала войны стремительно. И, в общем, собственно, прикатилась к тому, к чему прикатилась. И самое удивительное, что такие люди, как Закревский, они ведь не понимают, что величие страны делает не наличие флота, обеспечивает. Величие страны обеспечивает счастье людей, живущих на территории страны, в которой которые в ней живут. И для обеспечения безопасности, счастья людей, которые живут в твоей стране, нужен великий флот, много оружия, если эта страна находится в кругу врагов, как там, например, находится Израиль, да, или такие другие вещи. И армия, и милитаристские все твои устремления, и внешняя политика — это продолжение защиты безопасности твоих счастливых граждан. Если они счастливы, если у тебя страна великая, то ты обретаешь еще силу для того, чтобы защищать свое великое счастье. Но если страна несчастная, а люди живут бедно, убого, и в сознании у них полный хаос и хлебушек, то сила силе нечему защищать и не на что опереться. И она непонятно для чего нужна. Собственно, Путин для начала обрек людей на несчастье, заменив их личное счастье развития, счастье проживания, осмысленную жизнь, за которую не стыдно их детям, подчинил их себе и заменил на мифическое ощущение счастья за жизнь, за царя. А потом удивляется, что его сила, его плечо силы опирается на труху. И удивляется, что весь этот флот, армия, самолеты, танки и снаряды, опираясь на труху буквально, ломаются им просто и не могут никак применить эту свою силу, ни к чему приложить, а только сталкиваются с отпором людей, которые жили в стране счастливой, где армия буквально была продолжением
силы счастливых людей, для защиты их от тех, кто хочет у них это счастье отобрать. Ну, представьте себе, что у вас есть, не знаю, ветка дерева, у которой плотный твердый ствол, по которому сочится сок жизни, и ветка дерева трухлявого, которая выглядит так же, но внутри пустота. Как вы думаете, если вы ударите по одной ветке или вы ударите по другой ветке, какой будет результат? Если эти деревья, например, ветром качнет друг в друга, и одно дерево со своей веткой устоит, а другое сломается, и ветка упадет, как Черноморский флот падает в Севастопольскую бухту. Вот что, собственно, происходит, и в чем опасность того, что говорит Закревский из всего, что я услышал. Ну, вот это моя мысль по поводу его слов. А в чем опасность? Опасность заключается в том, что, конечно, эти люди хотят правовой революции, правого переворота, в которой должны победить силы, которые будут одновременно еще больше воевать, погнав вообще всех людей, кто есть на войну с Украиной, чтобы что-то себе доказать, как это делали, кстати, большевики в начале 20 века. А с другой стороны, он хочет одновременно выгнать всех мигрантов. Вот это, конечно, забавная история, потому что я до сих пор не могу понять логику людей, которые борются сейчас в России с мигрантами. Я просто не могу понять логику людей, которые одновременно отправляют мужчин, способных работать, на смерть, а с другой стороны отправляют мужчин, способных работать, домой. Они, мне кажется, живут в каком-то мифическом представлении о том, как существует экономика, и удивятся, когда она рухнет. Они, мне кажется, не поймут момента, когда... Вот, знаете, мы с вами много лет здесь разговариваем, после начала войны, Катя, 2 года уже, да, и вы мне в начале 22 года, в начале войны, спрашивали не раз, верю ли я в то, что Россия может развалиться. Потому что неуспехи на войне могут привести россиян к мысли о том, что непонятно, что они делают вместе в одной стране. Я тогда вам говорил, что нет, не может Россия развалиться, очень большая инерция, очень большая страна, с физической точки зрения массы такие не разваливаются, они там могут как-то прогруппироваться, но все равно соберутся вместе. Но из того, что делают эти люди, начинается казаться, что да, могут, потому что уже сейчас создается впечатление, что в отсутствии центральной власти в России, которую вот такие люди, как Закревский, хотят снести, и дай бог, чтобы они это сделали, вопросов никаких нет. Более успешные республики, которые в состоянии жить самостоятельно, они не начнут жить самостоятельно просто. Сами по себе начнут жить, им надо будет своих людей кормить. И вполне возможно, что условный Татарстан вдруг сможет обеспечить счастье людям, живущим на его территории, больше, чем на территории России. И вдруг представьте себе, что Татарстан станет местом для эмиграции людей из Москвы. Потому что там люди счастливее живут. Почему нет? Вот сейчас кажется, что как такое можно представить, легко можно себе такое представить, когда в Москве выключится свет. А свет в Москве может выключиться не потому, что украинская армия займет территорию Курской атомной электростанции, а потому что, потому что украинская армия выключит трансформатор, которые питают распределительную сеть, которая управляет распределительной сетью, как это делала Россия в Украине несколько лет подряд. Например. Или украинская армия, может, такого и не сделает. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что в России сейчас есть, например, такое явление, как в Китае было в прошлом году, дикий перегрев рынка жилья. То есть, чтобы вы понимали, у застройщиков, которые выстраивали долгие годы пирамиду жилья в России, сейчас долги в 10% непроданных новых квартир. Потому что у людей нет денег, потому что инфляция разогнана. Казалось бы, им сейчас платят большие деньги за то, что они подписывают контракт с Минобороны, и деньги должны были бы быть, но денег нет. Смотрите, Россия получает деньги на производство оружия, которое тратится на войне. Это оружие не приносит никакой добавленной стоимости в экономику страны. Инфляция разгоняется за счет того, что вы делаете больше оружия, но это оружие нельзя использовать на танке, нельзя дома приготовить картошку. И в какой-то момент эта штука просто рухнет. Как, кстати, рухнула у большевиков экономика после революции, и что они начали делать? Золото продавать и ценности, награбленные у людей, которые еще что-то было до революции. Собственно, понятное дело, что сравнивать такие вещи бессмысленные нельзя, потому что ничего общего нет между той ситуацией и тем, что сейчас может произойти в России. Но экономика не выдержит и лопнет.
И те люди, которые говорят, что экономика России сильна как никогда, врут. И даже те люди, которые говорят, что санкции не работают, немножко лукавят и обманывают, потому что санкции научились обходить много кто. И на этих санкциях много кто смог заработать. Например, вот знаю, мы там готовим одно расследование про людей, которые научились через страны Ближнего Востока продавать нефть за большие деньги, чем установленный максимальный лимит $60 за баррель. Ну, там есть определенная какая-то сверху подушечка. Эту подушечку грабят. Ее просто воруют, там кто-то заработал миллиард. Но это все не попадает в российскую экономику. И как только случится переворот, этот миллиард никак не вернется в Россию. Он тут же уедет. И там где-то на этих ближневосточных странах оформятся в дома, квартиры, машины и новые бизнесы в Европе. Вот. И эта штука вся просто рухнет. Поэтому предложение совершить переворот выглядит как предложение превратить Россию в настоящее федеративное государство, где каждая из федеративных республик будет самостоятельным государством. Ну или, по крайней мере, более того, часть из них, возможно, станет более успешным, потому что и люди на территории этих стран будут жить лучше, и центральная часть России, подумав, поедет работать туда. Поэтому, когда господин Закревский предлагает одновременно воевать с Украиной и выгонять мигрантов, хочется ему сказать: удачи, господин Закревский, я москвич, город люблю, жалко мне его очень, чувствую. Но думаю, что город мой ждет период упадка в этом случае. Долгого упадка, какой переживал, например, город Рим после падения Римской империи тогда было сотни лет, сейчас поменьше, ускорилось, после того, как он превратился из столицы мировой империи в сраное захолустье. И сраным захолустьем город Рим был примерно лет 500. Вот примерно это господин Закревский обещает городу, в котором я родился, городу Москве. Тут еще теории заговора говорят, что, по крайней мере, там в военкоровских тусовках сейчас говорят о том, что как будто бы ближайшее окружение Путина сейчас умоляет его уйти в отставку и передать власть Белоусову или Мишустину. Царь пока, говорят, в раздумьях. Ему как будто бы обещают безопасность, семье безопасность и даже оставить все награбленное за эти годы. Потому что мы уже знаем, что бюджет России равно бюджет Путина. То есть это как бы одно и то же. Тем не менее, верите ли вы вот в такие теории заговора? Я не слышал о таких разговорах. Я не верю в то, что они возможны. Но представить себе, если что это бы случилось, давайте пофантазируем, что все это правда. Мы с вами не знаем, поэтому все возможно. Это, как сказать, Том Шрёдингера: пока мы коробку с вами не ошиблись, Путин одновременно и президент, и человек, которого просит уйти в отставку. Вот. То, вероятнее всего, это люди, которые хотят закончить войну. Потому что какой смысл, чтобы Путин уходил в отставку, если не для того, чтобы остановить войну и спасти то, что осталось? Но тут возникнет вопрос. Ситуация зашла так далеко, что таким людям, как Мишустин и Белоусов, придется одновременно решать две проблемы. Во-первых, найти лояльных силовиков, которые будут способны быстро и эффективно уничтожить людей типа господина Закревского с дурацкими идеями о строительстве фашистского государства такого типа 20 века. А с другой стороны, каким-то образом вернуть рабочую силу в Россию. То есть им нужно будет одновременно решить проблемы с мигрантами и одновременно решить проблему со своими... Если они в состоянии это сделать и чувствуют все силы, то это, конечно, очень здорово. Но мне кажется, что те люди, которые сейчас повоевали, такие как господин Закревский, в момент передачи власти будут иметь свои представления о том, как должно быть. И вполне представляю, что война между силами правопорядка Временного правительства и фашистующими большевиками типа Закревского на улицах Москвы кажется вполне реальным. Вы сказали о том, что на России не могли... Можно я одну вещь обращу внимание, Катя, раз мы с вами говорим о всяких этих всяких военкорах и всяких блогерах типа Закревского. В российском сознании этих людей, военкоров, которые освещают войну, произошел принципиальный слом, принципиальные изменения. В начале войны они очень старательно
избегали названия направлений военных действий в своих репортажах, которые бы указывали направление в Россию. То есть, смотрите, они, когда воевали вокруг Донецка, называли это славянским направлением. Да? Когда была Харьковская операция, они это называли харьковским направлением. И даже когда они отступали, они все называли харьковским направлением, а те из них, которые вдруг называли что-то белгородским направлением, им строго делали окрик. В разных телеграм-каналах их коллеги говорили, какое еще белгородское направление? Мы не воюем в сторону России, мы воюем в сторону Киева. У нас харьковское направление, никакого белгородского направления не существует. А сейчас они, не стесняясь, называют происходящее в Курской области курским направлением боевых действий. На Курском направлении. Это сознание поменялось. Они должны были бы в этой логике называть это все сумским направлением, но они это не называют, потому что они, люди, которые профессионально врут, часто, иногда не врут, но люди, которые профессионально занимаются пропагандой, они понимают, что реальность вот такая, что сказать сумское направление уже не могут даже они, язык не поворачивается, направление курское. Это очень важная смена психологии отношения к войне, которая произошла в их среде. И за этим я вот как раз последил внимательно, язык не врет никогда. Сладкова, когда читаешь, и вот, собственно, его один из последних текстов. Удивительно, но, по-моему, мы никак не можем поймать врага. Мы запустили ВСУ к себе в Курскую область через границу, которая должна была быть сплошной линией обороны. Теперь у нас мобильная оборона. Мы, как вратарь в настольном детском хоккее, перемещаемся вправо-влево в надежде, что противник наткнется на нас, а он обходит и появляется у нас в тылу на флангах. Зашел, принял подкрепление из украинской Сумской области, а дальше запускает свои щупальца в тело Курской области. Мы их ловим, ну и, собственно, там он приводит уже как бы аналогию с Дебальцево, с 2014 годом и так далее, и так далее. Но, тем не менее, Сладков, военкор, говорит о том, о чем Путин не говорит. Наверное, ему пока еще цензура или страх перед Рамзаном Кадыровым не позволяет сказать, что мы не можем поймать врага, потому что он разминулся с нами. Как-то удивительно, как-то прошел мимо нас. Мы-то его ждали, а он все никак на нас не выходит и не выходит. Тут даже не знаю, что сказать. Поэтому мы отошли вглубь территории России для того, чтобы подождать его там. Еще глубже. Да. Слушайте, тут понимаете, какая история? Я не знаю, что получится в Курской области у Украины, потому что я боюсь загадывать. И единственное, что я знаю точно, что я не вижу желания местных жителей, сравнимого с желанием жителей Украины защищать свою землю, потому что мне кажется, они не воспринимают происходящее как... Они не воспринимают себя как людей, способных повлиять на происходящее. Это во-первых. А во-вторых, я вижу, как всякие сумасшедшие, отбитые типа Маргарита Симонян, такого вот рода люди в российской телеграме призывают давайте разбомбим все, что там есть. Погибнет 150 человек, это же наша земля. На своей земле мы можем делать все, что угодно. Или, например, я слышал какие-то предложения, давайте тактическое, извините, смотрю в окно, потому что задумался, знаете, смотрю, там еще мысли на потолке. Или там, например, люди, которые говорят, давайте применим тактическое ядерное оружие, на нашей территории Запад нам ничего не скажет. Это фантастическая история, которую люди, живущие в Курской области, слышат. И что они слышат в этих словах? Они слышат примерно вот что цена вашей... Поскольку Россия — страна, наследник Советской империи, имеющий традиции распоряжаться судьбами народов, сотен тысяч и миллионов человек, которых может уничтожить, отправить в Сибирь, сослать в голую степь казахскую или прочее, для России 150 человек, 1000 человек — это просто ресурс. Это редкая прямая интерпретация пословицы или поговорки «лес рубят, щепки летят». И люди понимают, что они для России щепки. В принципе, если захотят в Кремле и решат, что есть политическая целесообразность разбомбить там все и применить тактическое ядерное оружие, то применят. Понятное дело, что ни у кого не встанет вопрос о том, как там жители Курска. Жители Курска для того и живут, чтобы в нужный момент их разбомбили,
потому что их жизнь сама по себе ничего не стоит, стоит только чего-то абстрактное в виде величия Родины или площади квадратных километров. Вот это знание, как будто бы, во-первых, оно транслируется людьми близкими к власти прямо вслух. Они даже не стесняются этого. Во-вторых, это знание, я думаю, не мотивирует людей, которые живут в Курской области, и не дарит им надежды на то, что кто-то придет, и что нужно пойти и немедленно начать защищать свою землю, потому что то, как эта власть обходится с этими людьми, настолько ужасно, что никакая другая власть, какой бы она ни была, хоть с Марса, не может быть хуже. Это, вот, кстати, тоже довольно страшная вещь, которую россияне узнают сейчас про свою страну, и, мне кажется, впервые примеривают ее на себя. Единственное, что для меня непонятно, почему такую жуткую жизнь они хотели для граждан соседней страны, которые жили по-другому. Вот это вот понять, конечно, совершенно невозможно, поэтому меня не удивляет, меня печально, меня вгоняет в грусть такие вещи, как видео, где женщина из Курска смотрит телевизор, по которому, видимо, рассказывают, как у России уже заканчивает захват Киева, а потом за окном слышит взрывы от украинских ракет, которые сбивает или не сбивает российское ПВО. То есть у нее за окном идет война, в телевизоре у нее идет победа, и она никак не соотносит эти два события. И вот эта вот невозможность собрать реальность и вымысел в одну логическую цепочку, это просто какая-то невероятная трагедия российского народа, невероятная трагедия, с которой он теперь столкнулся лично. И вот что касается там всяких... Понимаете, какая штука? А эти люди зовут на священную войну против супостата украинца. Но супостат украинец даже для жителей Суджи. Понятное дело, что никому не нравится война. И там, наверное, погибло много мирных людей, просто потому что, когда идут боевые действия, погибают мирные люди. Вот в чем проблема. Но если говорить о власти, если говорить о властях, о способе управления территориями. Кстати, Украина не пытается управлять и администрировать эти территории. Много раз говорили мне украинские военные, что задачи нет оккупации, поэтому нет задачи выстраивать государственные институты. Представьте себе, что жители Курской области впервые предоставлены сами себе. Я помню момент, когда жители всей России были более-менее предоставлены сами себе. Это был 2011 год, конец медведевского времени, когда страна была подобрей, и поэтому она просто не лезла во все, что происходило в стране. Просто многие вещи были оставлены на самотек. Страна расцвела, а люди в Сибири говорили: «Господи, счастье-то какое! Мы занимаемся тем, чем мы хотим, мы богатеем от того, что мы занимаемся работой, и нас никто не трогает». К сожалению, такое долго никогда не продолжает. Я думаю, что жители Курской области, оставь их одних, просто предоставленных сами себе, вздохнут спокойно и начнут жить по-человечески. Ну так, если серьезно об этом говорить. Кстати, о том, что как себя чувствуют сейчас жители Курской области. Туда впервые зашли украинские журналисты и, собственно, сделали несколько кадров, как российские власти эвакуировали население из приграничных районов Курской области. Спойлер, как обычно, никак. Ну и, собственно, людей... А как они могли эвакуировать? Ну, как бы, да, их же никто не предупредил. И, собственно, вот эти кадры, я хочу, чтобы вы с вами посмотрели сейчас. Да, вот эти вот фотографии, которые сделали коллеги-журналисты. Ну и, собственно, опять-таки подвалы. И если бы мы не знали, что это Курская область, мы бы подумали о том, что это где-то там на территории Украины. Мы видели подобные... разные написанные от руки, да, сообщения мирных жителей в том же Мариуполе, которые писали дети большими буквами возле драмтеатра, но, собственно, российских пилотов это никак не останавливало. Ну и теперь мы видим это же в Курской области. То есть вот как бы... Вот это же, да не это, Катя, я вам одну вещь хочу сказать, чтобы мы, давайте будем бояться аналогий. Знаете, чем отличается Буча от Суджи? Я думаю, что она этим будет отличаться и дальше. Не верю, что может быть иначе мы с вами здесь встретимся и будем, сокрушая, рвать на себе волосы. Буча от Суджи отличается тем, что в Буче расквартированные там российские военные части проводили карательные операции. Специально собирали людей, которых они считали нелояльными, да и просто всех мужчин, и убивали их.
Представить себе, что украинские военные будут искать всех мужчин в Суджи для того, чтобы расстрелять и закопать, я не могу. Я думаю, что такого не случится. И этим отличается Суджа от Бучи. То, что при Чем не отличается точно, так это то, что и в Буче, и в Судже, опять-таки, население прячется от российских военных, потому что, опять-таки, украинские журналисты говорят о том, что 140 кабов было сброшено буквально за один день, пока они там. Это то, о чем я с вами выше говорил, потому что лес рубят, щепки летят. Да, эти люди погибнут, и их никому не будет жалко, никому нет дела до того, что там мирные российские граждане живут, потому что главное освободить землю от украинского военного. А то, что попутно будут уничтожены все жители Суджи, ну так это же наши люди. Чего хотим, с ними, то и делаем. Да, это так. А по поводу эвакуации, тут надо, вот это важный момент, это мы зафиксировали. В этом смысле, конечно, российские летчики, которые сбрасывают бомбы на Суджу, надеюсь, будут остановлены украинским ПВО. Потому что жизнь летчика российской авиации лично для меня не так дорога, как жизнь бабушки из этого подвала. А летчики российской авиации, которые должны были бы защищать счастливую жизнь своих граждан, в нормальной стране превратились в военных полевых, военных, просто банальных убийц, которые уничтожают население другой страны за ни за что. И ракеты «Патриот» им возмездием обычно бывает в этом случае. Но что касается эвакуации, тут надо быть осторожными и точными, потому что какая могла быть эвакуация в Суджи, если в Суджи не могли заехать автомобили, и тем более автобусы? Кто бы их туда пропустил? Украинские военные заняли город и понимали, что на любом гражданском автомобиле, как это происходит на всех войнах и конфликтах, могут приехать военные. Поэтому они не пускали. Совершенно понятно, почему не пускали технику, гражданскую в том числе. И понятное дело, что занятый город эвакуировать было невозможно. Другой вопрос, как они будут относиться на занятой территории. Вот это, конечно, то, что, мне кажется, украинским журналистам стоило показывать очень тщательно и много. С удовольствием бы я сделал сам, но не могу себе представить, как туда попасть, что называется, с российским паспортом через все запреты и разрешения, которые нужно получить сейчас. Но что могу вам сказать точно по этому поводу, что цинизм объявления по поводу эвакуации, которые российские власти объявили, он, конечно, такой своеобразный. Эвакуация носит рекомендательный характер, было сказано в первые часы. Мне нравится это. Рекомендуем эвакуироваться. Примерно так можно было сказать. Рекомендую быть богатым, и бедным быть плохо. Вот, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но что делать с этой рекомендацией, было никому непонятно. Вот. А сидение в подвалах могло бы прекратиться, если бы не бомбили. Но остановить эти бомбежки. Кстати, это важный вопрос, который вы поднимаете, о бомбардировке российских городов с российским населением. Тут ведь, знаете, в чем штука? Это медийная война. На другой любой войне в прошлом разбомбили бы и слова бы не сказали, а все жертвы бы списали на зверство украинской военщины. Но сейчас это сделать не удастся. Эта бабушка была жива, мы ее видели. Если бабушка погибнет не от пули в затылок, а я думаю, она погибнет не от этого, и дай бог она не погибнет, конечно, если она погибнет от осколка взорванного каба, то кто будет виноват в том, что эта бомба взорвалась, мы понимаем с вами. Но опять-таки мы знаем, как Путин любит делать провокации. Когда он не может решить одну проблему, он делает все для того, чтобы от этой проблемы отвлечь народ. Поэтому в последнее время Служба безопасности Украины говорит о том, что не исключено, что в ближайшее время могут придумать очередную провокацию от переодевания в форму украинских военных, потому что украинских военных на территории России все-таки в плену достаточно, форма есть, до момента, я не знаю, там подрыва очередной многоэтажки, терактов в метро, в Крокусе и так далее. Я думаю, что сейчас украинская армия это вообще не должна никак занимать и останавливать. И кроме, в смысле то, что... Понимаете, какая штука? Я думаю, что украинские офицеры понимают прекрасно, что сейчас происходит. И они знают, что украинская армия воюет под прицелом миллионов глаз всего мира, в которые следят за тем, чтобы морально-этическая позиция, суперпозиция Украины не была сломана и нарушена. При этом все понимают, что военные действия — это действия, которые приводят к гибели людей. И
ничего не может остановить украинское наступление. И точно совершенно после того, как оно будет завершено, в конечном счете будет разбор полетов, и наверняка произойдет в том числе и оценка каких-то инцидентов, которые можно будет назвать превышением должностных полномочий или даже военным преступлением, или что бы то ни было. Но все будет потом. Сейчас Украина в своем праве защищает свою страну теми способами и методами, которыми эта страна нападала на саму Украину. Единственное, что я могу сказать в этом смысле, в отчаянии, бессилии и надежде, слабый мой призыв, но я думаю, что это без меня прекрасно понимают те люди, которые находятся на этих территориях, что любые неоправданные, чрезмерные, агрессивные проявления в отношении мирных жителей не полезны для Украины. Я думаю, что украинские солдаты это понимают лучше, чем человек, сидящий перед экраном своего ноутбука в другой стране, и надеюсь, что этого будет происходить немного. А во всех остальных смыслах, слушайте, мне один мой знакомый украинец сказал: мы не будем захватывать Курскую атомную электростанцию, потому что мы не являемся страной-участником ядерного шантажа, как Российская Федерация. А я, честно говоря, думаю, что и хорошо бы поменять Курскую атомную электростанцию на Запорожскую атомную электростанцию, потому что я бы очень хотел, чтобы город Энергодар перестал быть городом, оккупированным российскими частями ГРУ, и вернулся в лоно своей родной страны Украины. Да, это бы все хотели. Я хотела бы еще, знаете, с вами посмотреть один российский эфир, тоже вот опять-таки о том, что себе позволяют сейчас сказать, да, вот эта вот грань, она существует еще или уже стерлась между тем, что можно говорить, что нельзя говорить и против кого говорить? Вот что нам делать в этой ситуации? У нас еще пару недель будет очень тяжелых. Даже я не завидую тем редакторам, которые выбирают сюжеты для программ, потому что, когда видно, что там происходит, и ситуация пока не стабилизирована, очень сложно этот показной оптимизм сохранять. А у нас что, показной оптимизм вы видите? Слушайте, посмотрите даже... Я про наши СМИ не говорю, я за них не отвечаю. Я работаю в программе «Местных встреч». Иногда на войне происходят плохие вещи, понимаете? Рамзан Кадыров сказал 3 дня, что-то такое. Давайте не будем Рамзана Кадырова в ссылку упоминать, чтобы никому потом не изменяться эту тему вообще, тем более сейчас, знаете. Давайте эту тему Ахмата и Рамзана Кадырова просто не будем от греха обсуждать. От греха решили отойти, и Кадырова оставили в покое, потому что все увидели, что такое Ахмат Сила, и с самого начала Великой войны в Украине говорили о том, что в Украине есть Ахмат Чай с названием, а про Ахмат Силу они ничего не слышали. И мы говорили о том, что обычно кадыровцы стоят в заградотрядах, что их нет на первых линиях, о том, что их никто никогда не видел. И все, что они могут, это снимать тиктоки и танцевать лезгинку в Курской области перед тем, как туда вошли ВСУ. А потом их днем с огнем не сыщешь. Тем не менее, опять-таки мы возвращаемся к тому, что ситуация сложная, ситуация неоднозначная, ситуация очень неоптимистичная, будет еще 2 недели, и вот это все. То есть Путин говорит о том, что буквально совещание, когда он говорит... Ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию. Я помню. Про людей расскажите. Вы о том, вы не лезьте, что там сейчас под оккупацией, или же что сейчас контролируется ВСУ, вы туда не лезьте. Это не ваша парафия. Вы мне расскажите про людей, говорит Путин, который очень за них переживает. Видно, нужно бюджет посчитать, по 10 тысяч рублей каждому хватит или не хватит выплатить. Тем не менее, Путин говорит о том, что ничего не происходит в Курской области, ни о чем не говорим, все, тишина полная. А в эфирах, в телеграм-каналах и во всем остальном вот это паническое настроение, оно есть. Есть, конечно, это очень заметно. Дело даже не в паническом настроении. Дело в том, что... Дело вот в чем. Дело в том, что я много раз просто повторял в ваших эфирах, я повторю это еще раз. Ужасность, один из ужасов войны заключается в том, я это просто замечаю по общению со своими знакомыми, оставшимися в России, что для подавляющего большинства россиян, поддерживающих войну, я про них говорю сейчас, происходящее было похоже для них, это было футбольным матчем.
Они воспринимали это не как настоящей трагедии, где умирают люди, а выяснением, кто круче, команда России или команда Украины в неком событии, которое они наблюдают с пивком, болея за своих. И мне кажется, что одна из причин... Эта интонация, которую сейчас я видел вот у Норкина на НТВ, напоминает обсуждение проигрыша российской сборной по футболу. Честно говоря, людям, которые рассказывают сейчас о том, нет, давайте вот так, оптимизма поменьше, хочется пойти и просто плюнуть в лицо. Потому что они по-прежнему рассуждают об этом, как о том, что теперь нам забили гол в ворота. А вот это вот настоящее расчеловечивание и трагедия, то, что происходит. А для Путина он молчит потому что он понимает, что происходит. Это человек, который решил для себя, что он будет Сталиным в очень либеральной и творчески развитой стране. И вот он решил, что он как Сталин, уходя перед смертью в могилу, представит своим будущим поколениям какую-то нам придуманную им империю, которая боится весь мир, у которой огромные территории, могучие ресурсы, огромная армия, куча народа. Это очень важно, потому что Путин, мне кажется, человек лишенный эмпатии, у него волнует, или стал лишен эмпатии, и у него волнуют цифры, отчетность. По отчетности людей должно быть много. Людей на Надоев стало больше, по России больше, людей больше, значит, хорошо отправил. А теперь, когда он понимает, что его дни подходят к концу, его дни в руководстве страны, и он не только он выбрал повернуть страну в 2011 году в другую сторону. Он сказал: либерализм — говно, мы пойдем другим путем. И его путь привел не к тому, что всего стало больше, а всего стало меньше. И даже территория России, святая для него вещь, тоже сократилась сейчас на 1000 квадратных километров. Она не сократилась, а она не контролируется Путиным. Может и сократиться, может быть, будет Курская Народная Республика, почему нет? Или просто Курская Демократическая. Но это, мне кажется, для него настолько страшный удар по его даже не самолюбию, а его представлению о том, чем он должен завершить. То есть он на самом деле завершает жизнь полным фиаско. И это наказание за гордыню чрезмерно, за то, что он обрек тысячи и сотни миллионов людей на несчастье, за то, что он оборвал траектории жизни людей, которые могли совершить огромное полезное для себя и для всего мира, оборвал, обрубил, прижег, сказал: нет, зеленый металл — наше будущее и наше счастье, этим мы будем жить. И это все привело ни к чему, к этому фиаско. Поэтому, мне кажется, мы с вами и наблюдали такое. Я думаю, что кроме того, что тут есть вот этот момент чисто психологический, конечно, знаете, глядя на эти кадры, которые вы показываете, начинаешь думать, может, ему и правда предлагают куда-нибудь деться, чтобы уже хоть кто-нибудь, пусть хоть Белоусов, хоть кто-нибудь позанимался вместо него получше. Может быть, глядишь, хотя бы Курскую область на переговорах отдадут. Но есть еще один важный момент, конечно, мы с вами об этом не говорим, а переговоры — важная штука. Потому что, конечно, сейчас переговорная позиция Украины такая, что можно вернуть все свое, не заставив Путина потерять лицо. Это очень удобно. Это очень удобная позиция. То есть, смотрите, просто отдать все под давлением каких-то санкций, то есть из-за звонкой монеты, которую россияне должны презирать, ее Путин велел презирать и презрел последние годы. Он не может. А вернуть Украине Запорожскую, Херсонскую область, Донецкую, Луганскую в обмен на свою родную Курскую в парадигме того, что они говорили все эти годы, это было угодное дело. Даже если не Путину вернуть, то следующему после Путина вернуть. Это очень комфортная позиция для переговоров. Никто в этой ситуации, следующий после Путина российский руководитель, садящий за стол переговоров, при таком обмене не теряет лицо, а только лишь на первый взгляд его приобретает. Это одно. Что я хотел сказать, мне кажется, это важно. Но второе я хотел бы сказать. У меня есть один мой близкий знакомый, с которым мы вместе росли в детстве. Он мне редко, он пишет где-то работает в госструктурах. Не спрашиваю где, думаю, силовик. Он мне в конце 22 года ехидное сообщение в Инстаграме написал: говорят, в России кончились снаряды, ха-ха-ха, ты что, в это веришь? Потом оказалось, что мы с вами видели это шоу Герасимов, Шойгу, где снаряды. А недавно он мне написал очень язвительное сообщение на тему того, что все, ВСУ кончилось, кончилось ВСУ. Видишь, ВСУ кончилось. Я им даже не стал сейчас писать ничего в ответ.
Что тут писать? Остатки в Курскую область просто зашли и на этом как бы кончились. Мы тут про Белоусова вспомнили. Министр обороны России в рамках военно-технического форума «Армия-2024» провел встречу с коллегами из Буркина-Фасо и Нигера. Ну, собственно, вот он, Белоусов. Я еще раз напомню о том, что в Курской области идут военные действия. И вот как бы Белоусов, который себе улыбается, проводит какие-то встречи, хахакает, как бы абсолютно в веселом здравии и настроении. Есть, конечно, вопросы. Может, он просил у Буркина-Фасо части военных, которые могут охранять Курскую область, я не знаю. Но, тем не менее, в Москве введен режим чрезвычайное там состояние, там и как бы там повышенная безопасность, меры безопасности. В 3 областях в России введен режим КТО. Ну и, собственно, армия, форум 2024. Вы смотрели фильм «Секретный фарватер» в детстве? Нет, я его смотрел. Советский старый фильм. В конце Советского Союза сняли 5-серийный фильм про приключения советского летчика на борту немецкой подводной лодки, которая плавала где-то в океане, и по сигналу специальному в последние дни войны должна была причалить к немецкому берегу, взять Гитлера и увезти его в Бразилию жить на старости лет счастливую жизнь. Но капитан этой лодки там в конце фильма отказался это делать, и Гитлер покончил жизнь самоубийством, а он уплыл в Бразилию сам. Вот. Вы сейчас видите кадры из этого фильма воочию. Значит, это все очень серьезно, то, что происходит с российскими контактами в Африке, и с военными в том числе. Россия захватила Африку, колонизировала ее за последние 10 лет. Ну, просто она лежала как бы ничья, и ее было занять нетрудно. Что делает Россия в Африке? Россия в Африке добывает неучтенные, не попадающие в российский бюджет алмазы и золото. Очень дорогое дерево, которое продается через Копенгаген в Лондон. Короче, зарабатывает сотни миллиардов, ну не сотни, ладно, не буду врать, миллиарды долларов. Прям неучтенных, которые идут мимо кассы. Кроме того, Россия через Африку, вероятно, продает часть своих природных ископаемых, которые не может продать на рынке из-за санкций. Понятно, например, мы знаем, что Россия продает золото через Армению сейчас, но мы еще с вами не знаем, через что Россия продает свои бриллианты. Алросы куда-то они делись, больше они не продаются, они находятся под санкциями. Возможно, она их продает, подмешивая их в бриллианты какого-нибудь Центральноафриканской республики. Так вот, Белоусов занимается контактами с силовиками Африки, которые должны гарантировать продолжение продаж и складывание денег где-то, куда эта вся компания собирается улететь, когда у них будет гореть вокруг рейс-канцелярия и ампулы с ядом лежать на столе. Другой вопрос, что совершенно не факт, что у этих людей найдется подводная лодка, которая их отвезет к тем миллиардам. Но то, что они делают в Африке, и то, для чего они встречаются, это они сейчас договариваются о том, чтобы ценность бабок, чтобы сохранность бабок была гарантирована. Уверен, что как только у них там все кончится, эти деньги мгновенно достанутся не им. Но, правда, и не факт, что они достанутся Буркина-Фасо. Думаю, найдутся предприимчивые люди, которые устроят за эти деньги, которые прошли мимо кассы российского бюджета, настоящую войну, следы которой мы с вами еще увидим. Напоследок хочу спросить еще про мобилизацию 2024, потому что Bloomberg пишет о том, что она возможна на территории России. Мы помним о том, что Путин от этого решения пытался уходить сколько мог, потому что это очень бьет по его рейтингу, хотя определить его рейтинг в тех условиях, в которых сейчас живет и Путин, и Россия, практически невозможно. Тем не менее, как думаете, к мобилизации таки придут? Потому что, опять говорят о том, что мобилизация проводится в 2 случаях. Это или же ты побеждаешь, или же ты проигрываешь. Катя, я вам скажу так. Это не очевидная мысль, но теперь я в ней абсолютно уверен, могу доказать. Это зависит только от россиян. Как и все остальное, что происходило в России, зависело не от Путина, а от россиян. Вот вам пример. Когда Путин решил закрыть полностью YouTube, на днях количество жалоб, недовольств и замеров социологическими службами ФСО, недовольство россиян по этому поводу было настолько большим,
что мы наблюдали последнюю неделю невероятную картину. Как YouTube то включали, то выключали. Как будто два человека стояли и держали за кран. Один тянул в эту сторону, а другой в эту. Включить, выключить. Они недовольны. Включить. Нет, они... Надо выключить. Нет, будет революция. Включить, выключить. Вот то, что происходило с YouTube. Оказывается, мнение россиян по поводу YouTube имеет значение для Путина. Знаете, я предполагаю, что мнение россиян на тему всего остального тоже имеет значение для Путина. Просто россияне не знают об этом и не высказывают своего мнения. Если россияне будут хотеть или будут соглашаться с тем, чтобы была мобилизация, она будет. Если россияне будут вести себя по отношению к очередной волне гибели на бессмысленной для них войне еще сотен тысяч людей, так же, как они относятся к закрытию Ютуба, то не будет мобилизации. Вот. А Путин сделает то, что он хочет, если ему дадут. Вот и все, собственно. Если не будет никаких последствий, он объявит мобилизацию. Если россияне сейчас есть вероятность, что да, потому что сейчас ведь срочники приедут мертвыми обратно. Эта война перестает быть киноэпопеей з найомниками, которых не жалко, тому що вони за це деньги отримали. Спасибо за те, що ви були з нами весь цей час, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Вони для нас дуже цінні. Робіть так і надалі. Підписуйтесь на YouTube-канал 24 каналу. Ну і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами і па-па.